12 сентября 1801 года Александр I подписывает манифест, согласно которому Картлико-Хитинское царство входит в состав Российской империи и переименовывается в Грузинскую губернию. Уже к 1803 году в состав Российской империи входит Мегрелия и Имеретинское царство. В этом же году русская армия под командованием генерала Гулякова совершает довольно успешный поход, в результате которого в состав Российской империи удалось включить Джаро-Белоканские общества и Илисуйский султанат. Радость от приобретения новых территорий омрачал тот факт, что правитель соседнего Гянджинского ханства Джавад-хан периодически совершал набеги на Грузинскую губернию. Для решения этой проблемы командующий войсками в Грузинской губернии Цицианов начал сосредотачивать войска на границе с Гянджинским ханством. 3 января 1804 года русские войска приступили к активным боевым действиям, и совсем скоро город Гянджа был взят штурмом. Большая часть гарнизона города и сам Джавад-хан погибли во время штурма. Поэтому оказавшееся без правителя Гянджинское ханство было включено в состав Российской империи. Правителю Каджарской Персии Фетх-Али-Шаху не понравились территориальные приобретения Российской империи, особенно если учесть тот факт, что погибший во время штурма Гянджи Джавад-хан был его родственником. Поэтому он начал подготовку к войне с Российской империей. И 11 марта 1804 года Шах собрал внушительную армию в лагере поблизости от селения Султания. Уже в апреле армия Шаха пересекла реку Аракс и начала движение по направлению к городу Эревань, чтобы защитить его от возможной атаки русских войск. Дело в том, что практически сразу после включения в состав Российской империи Гянджинского ханства Цицианов потребовал от ереванского хана признать русского кандидата католикосом армянской церкви, а также начать выплачивать ежегодную дань в размере 80 тысяч рублей. Так как ереванский хан находился в вассальной зависимости от Каджарской Персии, Фетх-Али-Шах принял решение начать боевые действия против русских. Свою армию он разделил на две части. Ее авангардом численностью 18 тысяч воинов командовал наследник престола Аббас Мирза. Русская армия численностью около 3000 солдат при поддержке большого количества армянских и грузинских добровольцев перешла границу Ереванского ханства. Основной целью русской армии было занятие важного религиозного центра армянской церкви в Эчмиадзине. Именно поблизости от Эчмиадзина русская армия столкнулась с войском под командованием Аббас Мирзы. Благодаря участию в походе грузинских и армянских добровольцев, силы противников были сопоставимы. Сражение длилось около 10 часов. К вечеру армия Аббас Мирзы понесла серьезные потери и была вынуждена отступить, бросив свой обоз. Одержав победу, Цицианов не решился штурмовать хорошо укрепленный Эчмиадзинский монастырь, опасаясь серьезных потерь. Вместо этого он во главе всех имеющихся сил выдвинулся по направлению к Ереване. Русская армия, достигнув окрестностей города, приступила к выполнению осадных работ. В это время к Ереване подоспела основная армия во главе с Фетх-Али-Шахом, численностью около 40 тысяч воинов. 14 июля 1804 года Шах приказал своим людям с марша атаковать русские позиции. В это же время гарнизон Еревани совершил вылазку, из-за чего русская армия оказалась практически окружена. По приказу Цицианова русское войско построилось в каре и заняло круговую оборону, что позволило ему отбить все атаки противника и заставить его отступить. Воспользовавшись замешательством в армии Шаха, Цицианов отдал приказ генералу Портнягину выдвинуться по направлению к селению Горничай, в котором располагался лагерь наследного принца Аббас Мирзы. В свою очередь Фетх-Али-Шах, узнав о продвижении отряда Портнягина, спешно выдвинулся на помощь своему сыну.
Утром 24 июля Портнягин достиг Горничая, но вместо небольшого войска Аббас-Мирзы увидел перед собой всю армию Фетх-Али-Шаха. Понимая, что ситуация складывается не в его пользу, Портнягин приказал своим людям построиться в каре и начать отступление. Кавалерия Фетх-Али-Шаха атаковала отступающее русское каре на протяжении 14 часов, но Портнягину удалось сохранить боевое построение и успешно соединиться с основными силами. После возвращения людей Портнягина, Цицианов получил известие о том, что отряды Шаха перерезали линию коммуникаций между осаждающими Еревань русскими войсками и Тифлисом. В сложившейся ситуации 2 сентября он приказал своим людям снять осаду Еревани и вернуться в Тифлис. 14 мая 1805 года между командующим русскими войсками в Грузии Цициановым и правителем Карабахского ханства Ибрагим Халил ханом был подписан Кюрекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство переходило в подданство Российской империи. Учитывая тот факт, что Карабахское ханство до подписания упомянутого договора находилось в вассальной зависимости от Каджарской Персии, Фетх-Али-Шах был разгневан и начал спешную подготовку к новым боевым действиям против Российской империи. Войско под командованием Аббас-Мирзы перешло Аракс по Худоферинской переправе. При этом батальон под командованием майора Лисаневича был вынужден перед лицом численно превосходящего противника отступить в Шушу. Так как свободных сил у Цицианова просто не было, он выслал из Генджи на помощь Лисаневичу всего один батальон под командованием полковника Корягина. 24 июня, неподалеку от города Шуша, батальон Корягина был атакован превосходящими силами противника под командованием Пир-Кули-хана. Русские построились в каре и продолжили марш, попутно отражая атаки кавалерии противника. К вечеру 25 июня к Пир-Кули-хану подошли дополнительные силы. Корягин, в свою очередь, был вынужден остановиться и укрыться за быстро возведенными передвижными укреплениями поблизости от берега реки Каркарчай. Несмотря на численное преимущество противника, русским удалось отразить все атаки, но при этом они потеряли половину своего отряда. Положение отряда Корягина было критическим, поэтому было принято решение ночью покинуть лагерь и атаковать крепость Шах-Булак. Гарнизон крепости не ожидал атаки, и в результате стремительного штурма Шах-Булак попал в руки русских. Вскоре к крепости подошло основное войско под командованием Аббас-Мирзы, и отряд Корягина был снова заблокирован. Корягин отправил армянского проводника, чтобы сообщить о текущей ситуации Цицианову, а сам, чтобы выиграть время, начал вести переговоры о сдаче крепости. Воспользовавшись тем, что Аббас-Мирза потерял бдительность, отряд Корягина тайно покинул крепость и 8 июля атаковал другую крепость – Мухрат. Местный гарнизон не был готов к атаке, из-за чего он был разбит и крепость попала в руки русских. 15 июля князь Цицианов, собрав армию, разбил войско Аббас-Мирзы и заставил его вернуться на свою территорию, в результате чего остатки отряда Корягина были деблокированы. Благодаря тому, что армия Аббас-Мирзы была разбита, Цицианову удалось включить в состав Российской империи Щекинское ханство, а также Шурагельский султанат. Пока проходило противостояние между Аббас-Мирзой и князем Цициановым, Каспийская флотилия под командованием Веселаго высадила десант, которому удалось 23 июня сходу взять Энзели. Спустя некоторое время командование русской флотилии принимает решение покинуть город и выдвинуться по направлению к Баку. 12 августа 1805 года русская флотилия вошла в Бакинскую бухту. Командующий русским десантом генерал-майор Завалишин предложил местному правителю Гесейн-Углы-хану добровольно перейти в подданство Российской империи, но получил отказ. Русская флотилия начала бомбардировку Баку.
которая продолжалась 11 суток. В конце августа был высажен десант, которому удалось сходу завладеть укреплениями перед городом. Ханские отряды попытались выбить русский десант с занятых укреплений, но, понеся потери, были вынуждены отступить. Началась осада Баку, которая продолжилась до 9 сентября, но из-за нехватки боеприпасов десант вернулся на корабли, и флотилия покинула Бакинскую бухту. 30 ноября 1805 года армия князя Цицианова начала наступление. Она вторглась в пределы Ширванского ханства, из-за чего местный правитель Мустафа хан был вынужден подписать договор о переходе в подданство Российской империи. 30 января Цицианов во главе войска численностью около 2000 солдат достигает окрестностей Баку. В это же время в Бакинскую бухту вошла русская флотилия и высадила десант. 8 февраля должен был состояться переход Бакинского ханства в подданство Российской империи, но Цицианов вместе с полковником Эристовым, которые должны были участвовать в торжественном подписании договора, были убиты людьми двоюродного брата бакинского правителя Ибрагим-бека. После этого происшествия Завалишин принял решение покинуть окрестности Баку и дождаться назначения нового командующего русскими войсками в Закавказье. В 1806 году новым командующим русской армией в Закавказье становится генерал Гудович. Летом этого года он пресекает попытку Аббас-Мирзы вторгнуться в Карабах. В сражении поблизости от Каракопети русская армия одерживает победу над армией Аббас-Мирзы, заставив ее вернуться на свою территорию. После одержанной победы Гудовичу удается включить в состав Российской империи Дербентское и Кубинское ханство. А 3 октября русские отряды под командованием генерала Булгакова занимают Баку. В ноябре в связи с началом очередной русско-турецкой войны боевые действия против Каджарской Персии временно прекратились, так как было заключено перемирие. В это время генерал Гудович вел переговоры с шахом, требуя от него отказаться от территорий севернее Куры и Аракса. Переговоры оказались безрезультатными, так как Фетх-Али Шах договорился с османами о совместных действиях против Российской империи. В 1807 году генерал Гудович в Арпачайском сражении разбивает османское войско, не позволив ему соединиться с отрядами Фетх-Али Шаха. После одержанной победы Гудович предпринимает попытку занять Эревань. Началась непродолжительная осада города, и 15 декабря была предпринята попытка штурма, которая оказалась неудачной, из-за чего армия Гудовича вернулась на свою территорию. Пока Гудович сражался с османами и пытался овладеть Эреванью, небольшая русская армия численностью около 3000 солдат под командованием Небольсина выдвинулась для покорения Нахичеванского ханства. На пути армия Небольсина встретила войско Аббас-Мирзы. В разразившемся сражении русские одержали победу, и Аббас-Мирза был вынужден спешно отступить, оставив Нахичевань без защиты. Небольсин воспользовался благоприятным развитием ситуации и занял город, а вместе с ним и все Нахичеванское ханство. В августе 1812 года Аббас-Мирза во главе своего войска вторгся в Талышское ханство и, заняв Ленкорань, включил его в состав Каджарской Персии. Контроль над Талышским ханством открывал ему путь на Ширван и Баку, поэтому русское командование приняло решение нанести удар на опережение. 10 декабря войско во главе с Аббас-Мирзой подошло к реке Аракс и остановилось поблизости от брода Асландуза. Зная про малочисленность русских войск в регионе, Аббас-Мирза потерял бдительность, из-за чего, несмотря на советы находившегося в его войске британского советника, он не выставил пикеты вдоль реки, а вместо этого послал часть своей кавалерии за фуражом. Силы сторон перед началом сражения выглядели следующим образом. Под командованием Петра Котляревского было 1422 пехотинца, а также 485 казаков и 5 орудий. Армия Аббас-Мирзы была более внушительной.
Что касается ее численности, то многие историки утверждают, что под командованием Аббас Мирзы было около 30 тысяч воинов. Эта цифра может быть завышена. При этом британский лейтенант Монтейт, который находился при войске Аббас Мирзы, утверждал, что на каждого русского приходилось по 5 персидских солдат. Таким образом, можно сделать вывод, что численность армии Аббас Мирзы составляла около 14 тысяч воинов. Также Аббас Мирза мог похвастаться наличием 14 орудий и 30 фальконетов. Русская армия выдвинулась налегке, взяв с собой по 40 патронов на каждого солдата и запас сухарей на 4 дня. 19 октября русский отряд, воспользовавшись помощью карабахского проводника Мурат-хана, форсировал реку Аракс в 15 верстах выше Асландузского брода. Так как персы не удосужились выставить пикеты, форсирование русскими Аракса осталось для них незамеченным. В 8 часов утра Котляревский, построив пехоту в 3 каре и расположив кавалерию между ними, приказал начать атаку на персидский лагерь. Опять русских орудий начали обстрел пехоты противника. Аббас Мирза отправил часть своей пехоты в обход высоты, на которой располагался лагерь, чтобы атаковать фланг русских войск. Котляревский разгадал маневр шаха и приказал своей кавалерии атаковать фланг персидской пехоты, которая, не выдержав натиска казаков, начала спешно отступать. Аббас Мирза приказал всем своим силам отступать к реке Дараф-Юрт и занять оборону рядом с возведенным ранее укреплением. В это время Котляревский дал своим людям немного отдохнуть, а ночью, чтобы не позволить персам перегруппироваться, начал новую атаку. В ночь на 20 октября русские егеря и гренадеры в полной тишине подошли к персидскому лагерю и по команде с 3 сторон пошли в штыковую атаку. Во время атаки русских часть пехоты Аббас Мирзы заняла оборону в укреплениях. Остальные же люди шаха, решив, что укрепления заняли русские, открыли по ним огонь. В лагере персов совсем скоро начался хаос, и после непродолжительного боя люди шаха были обращены в бегство. Сам Аббас Мирза вместе с небольшим отрядом всадников сумел покинуть поле боя и избежать пленения. Уже в конце декабря Котляревский вступил в Талышское ханство, и 1 января 1813 года он взял штурмом Ленкорань. Так как возникла серьезная опасность продвижения русских войск вглубь Каджарской Персии, шах начал мирные переговоры. 12 октября был подписан Гюлистанский мир, согласно которому Каджарская Персия признавала все территориальные приобретения Российской империи на Кавказе. Стоит упомянуть о том, что Персия считала этот договор неокончательным и планировала, собравшись силами, вернуть утраченные территории. Если вам понравилось это видео, жмите на кнопку «Поделиться» и не забывайте подписываться на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.